Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что произойдет со дня на день? События ближайших дней. Давайте с вами узнаем. И вначале у нас будет старинный цыганский пасьянс, на котором мы узнаем, какие же события могут развернуться в ближайшие дни, буквально со дня на день. И мы не ставим сроков, потому что у кого-то, ну, что-то и продолжается, у кого-то наоборот. За пару дней вы решаете какой-то вопрос. Кто-то пишет, а у меня вообще ничего не совпадает. И такое тоже может быть. Останемся реалистами. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и подсказки вы какие-то получите. Я бы сказала, переложите на те значения карт, которые нам выпадут, ту тему, вопрос, который вас сейчас беспокоит. Что хотят сказать карты? Ну, где-то это все то, что мы можем назвать работа с интуицией. Итак, что же там для тельцов в ближайшие дни? Что нам расскажут карты? А вторая колода Чаромаркете Таро снов. Поэтому интуиция нам в помощь. Что же со дня на день для моих дорогих тельцов прояснится или наоборот? Может быть, само действие какое-то будет конкретное. А вот что прояснится, мы на колоде Чаромаркете и узнаем. Будет ли этот сон реальностью? Что нам подскажут карты? И пока, вы знаете, вот смотрите, мои дорогие, какое-то у вас ожидание. Может быть, это ожидание у кого-то тянется длительное время. Может быть, это и вопрос, тема, работа, отношения. Вы тоже ждете какого-то результата. А вы люди настойчивые, вы можете даже по работе, например, да, снова и снова начинать какой-то проект или, может быть, не то, что начинаете, вот как с нуля, но ищете вдохновение, и вам кажется, что я вроде как начинаю, на самом деле вы продолжаете, но вроде как чего-то нового вы пока не видите или не видите способа, как что-то осуществить, и вынуждены ожидать, когда, ну, условно, знаки высших сил или когда что-то начнет меняться. Но у кого-то это может быть ожидание конкретного человека, а у кого-то, когда разрешится какой-то вопрос. Потому что, ну, в целом, а мы все разные. Ладно, давайте мы узнаем. Может быть, ожидание, кстати, каких-то важных согласований. Корона – символ власти. И здесь могут быть и чиновники, подписание каких-то бумаг, договоров, соглашений. Может быть, и контрактов, да, контракты по работе, контракты брачные. Опять же, тут у каждого что-то свое. Но с одной стороны нам говорят, что да, это явно могут быть взаимодействия с другими людьми или с какими-то инстанциями, все-таки корона. Но это и вы сейчас сильны, мои дорогие тельцы. Это в вашей власти сейчас, может быть, решить какой-то вопрос или с чем-то определиться. То есть тут 50 на 50. Ладно, давайте будем. Тут и правда кто-то ждет бумагу, важное письмо, документ, и вроде как вы получаете известие. Ну, конечно, будем реалистами, в нашу цифровую эпоху это может быть и телефонный звонок, СМС, письмо на e-mail. Будьте внимательны, но все же больше тут нам именно как с сургучной печатью, какая-то бумага идет, какой-то пакет. Давайте узнаем, что еще. Что для тельцов со дня на день? Вот интересно расположены карты, как будто, ну вот чуть-чуть бы сместились и сошлись многие значения. А они вот где-то рядом, да, ну вот как истина, где-то рядом. Вот эта фраза. Так и у вас какое-то дело, мы говорим, словно на мази. Вот мне кажется, что оно вот-вот, ну, решится или решится вопрос, или у меня что-то получится. Какое-то явно вы, мои дорогие тельцы, приложили, ну, как настойчивость, веру в самого себя, в какой-то проект. Да, тут как будто согласование, встречи или с чиновниками, или с сильными мира сего. Это могут быть и люди, вообще это могут быть учреждения образования, у кого-то это может быть
Ну, представители законной власти такое тоже. Ну, как бы мы идем туда сами. Или как-то так получается в нашей жизни. Но официальное учреждение в целом, по аркану книга. Ну и не будьте заодно сами открытой книгой. Здесь, вот знаете, как будто вот-вот у вас что-то решится. Это я говорю, потому что даже оно вот рядом, те значения, которые могут сойти и совпасть. Ну, например, Солнце, да, ну вот разделяет буквально одна карта. Или вопросы жилища, но опять же разделяет одна карта. Вроде бы гости какие-то, да, или контакты. Вы куда-то, может быть, собирались поехать, но вот теперь вы отложили. Вы не можете это сделать прямо сейчас в силу объективных причин. Или какой-то человек вы ждете, что он приедет. А тоже что-то вот, понимаете, какая-то, я вижу, нестыковка. Это как раз и есть ожидание. Ладно, давайте мы узнаем. Ну, наверное, не переживайте, тут все решится в свое время. Смотрите, семейное счастье. Подкова. Ну, раньше подкова это не просто про семейное счастье, это просто значение в этом пасьянсе так прописано. А раньше это было на удачу, да? И я так могу предположить, ваша удача, она от вас не уйдет. Но какой-то этап задержки, он как будто присутствует. Может быть, со дня на день. Вот прямо все по местам расставить не получится. Но, может быть, так и не надо торопиться. Вы должны видеть какую-то целостную картину. Ну, а когда мы говорим видеть вещи целостными, тут наспех не получаются. Добрые дела наспех вообще не делаются. И есть и другая поговорка: поспешишь, людей насмешишь, правда? Значит, может быть, и у вас уже, вы можете чувствовать, словно мне уже надоела какая-то затянувшаяся история, а тем не менее, вот как-то быстро так ситуацию не переломить. Но я так вижу, вы все равно на правильном пути. Может быть, есть какие-то единомышленники или помощь. Смотрите, у вас совпадает в нашем пасьянсе, мы можем крайние ряды сложить. У нас совпадает кольцо. Это прочный союз. Может быть, и с конкретным человеком, может быть, и руководитель, который настроен вас поддерживать. Почему нет? Такое тоже может быть. Но вот насколько рядом были значения, то я должна сказать, и каких-то предупреждающих значений, они ведь у вас тоже не совпали. Не совпал, например, колокол, не совпал, например, нож, или какая-то тревога, сердечная тяжесть. Не, вот это все не совпало. Но, видимо, ну, вы люди терпеливые, поэтому запастись терпением. То есть у вас что-то вот-вот, по крайней мере, так я вижу, да. Но это все относительно. Что такое карты? Да, я всегда говорю, будем реалистами. Мы тут не про гадания, мы вместе с вами размышляем, обдумываем. Каждый вы свою ситуацию обдумываете, но, может быть, есть тот вопрос, который на самом деле объединяет всех тельцов. Какая-то неспешность момента или решения ваших важных тем. Вот в целом, да. И это как раз и граничит где-то с психологией. То есть это наше восприятие. Вот нас немножко останавливают значение пасьянса и говорят, тут все решится. Ну, может быть, не так, как ты желаешь. Хотя именно по срокам я вижу. Но тут может быть и так. Вот смотрите, в начале, если мы разложили пасьянс, мы в ближайшие дни смотрим. Ну, в среднем это как Таро на неделю у нас, да, но чуть больше, чуть меньше, плюс-минус, мы все разные. И, может быть, вот за пару дней что-то вот и не решится, не прояснится, а ближе туда, к 70 дням, ну, набирает темп или шаг за шагом что-то у вас проясняется, мои дорогие. Вы знаете, очень хорошо, что вы как будто не одни. Вот есть единомышленник или как группа поддержки. Ладно, давайте мы с вами пойдем дальше. Кольцо это может быть и, кстати, как чиновник, который, знаете, не сквозь зубы с нами разговаривает, а который, ну, участие какое-то проявляет. Так ведь тоже бывает, согласитесь. К одному в кабинет заходишь, и ты для него прозрачный, он тебя не видит. Спрашивается, чего ты сюда пришел, как будто, да, такой немой вопрос. Не секреты, такие персонажи бывают. Хотя люди призваны нам именно какое-то содействие оказывать. А к другому приходишь, а он именно как-то проникается по твоей теме, по твоему вопросу. Вот что-то подобное для вас могут означать даже люди, которые, ну, вас с ними сталкивает именно жизнь.
И они вам могут быть или конкретно за что-то благодарны, или просто к вам испытывать больше симпатии, эмпатии. Ладно, подвоха, по крайней мере, я не вижу. Ваше настроение, мои дорогие тельцы, в ближайшие дни. Ваше настроение. Ну, знаете, так вот себе это настроение. Соответственно, вот этой листве или ожидание. С одной стороны, конечно, эмпатия, все дела, четверка кубков. Есть и другое значение – бесконечный дождь. Вот мне очень нравится это значение вот по конкретно этой карте. Пусть это второе колесо года, но, пожалуй, точнее не скажешь. Не у каждого же, правда, бывает какая-то депрессия, апатия, а вот какое-то дело затянувшееся, иными словами, какое-то ожидание. И вам действительно все то, что я говорила по пасьянсу, какое-то ожидание уже до зубного скрежета кому-то надоело. А что это, с чем это связано, мне хочется немножко прояснить. С вопросами денег, благополучия, может быть, бизнеса. Может быть, у кого-то конкретно с супругом, супругой, пусть король, да, но все-таки это просто нам о наших близких говорят. Может быть, вопросы семьи. Что-то тут у вас как пауза какая-то. Может быть, у кого-то и ссора. Или недопонимание, отсутствие общения с конкретным человеком. С тем человеком, который либо член вашей семьи, или, может быть, это ваш союз, когда была дружба, строились планы, а теперь тоже какое-то затянувшееся ожидание. Ладно, тогда давайте спросим, а что прояснится? К чему вы будете прикладывать усилия, от чего вы откажетесь? Приготовьтесь, что вы будете от чего-то отказываться. Вы, мои дорогие тельцы, можете столкнуться с тем, что некоторые люди уходят из вашей жизни по разным причинам. Может быть, уже это произошло, но, знаете, вот какая-то надежда теплится, вера тоже, да, а вдруг появится. Но все-таки по королеве жезлов это сильная позиция. Она умеет отделить от вот пустых ожиданий конкретный какой-то регламент. Потому что основная энергия себе не навредить. И не самому искусственно не затянуть какую-то волынку, да, когда до бесконечности какая-то мелодия, она уже набила оскомину, а все воз и ныне там. Поэтому тут важное решение, скорее всего, будете принимать именно вы. И, может быть, по части людей. Все-таки у нас две персональные карты. Может быть, это вы уже испытываете апатию. Кто-то, может быть, даже из родственников, из близких, из вам знакомых хорошо людей, ну, чем-то или, может быть, так повел себя в предыдущие дни, когда вы, будем говорить, не совсем остались довольны, или когда ваш адрес, ну, была проявлена какая-то энергия, которая вас тоже, ну, не вдохновила, мягко говоря, и это вы поставили какие-то отношения на паузу. Это вам, может быть, теперь даже не хочется общаться с какими-то людьми. Ну, давайте, что же прояснится? Может быть, конкретно вот человека, королева жезлов. И это у нас, если мы о гороскопе, Овен, Лев, Стрелец. Или человек, имеющий асцендент в этом знаке. Не все, кстати, знают свой асцендент, поскольку нужно знать не только место рождения и дату, а нужно еще и время знать. Может быть, и есть вот такой человек где-то, который на своей волне. И был какой-то разговор. И может быть, это вы теперь понимаете. Но тут какая-то, может быть, даже вроде карты ни о чем не говорят, да, две персональные карты. Но если мы их соединяем, и вот с этим бесконечным дождем я могу представить, для кого-то ситуация следующая. И неважно, чего касается. Вот эта ситуация, она вам знакома, это точно. То есть вот этот дождь, это уже не первый раз. Или, мои дорогие тельцы, какие-то грабли, которые вы совершенно случайно опять находите. Или это будет связано с конкретным человеком. Может быть и сообщением. И вы теперь всерьез задумаетесь, а нужно ли мне это продолжать? Что же прояснится? Да, вот тут противостояние. Когда на вас постоянно пытаются оказывать какое-то воздействие. И может быть вы, лев, вот буквально у нас, это когда вам приходится обороняться. Может быть, знаете, когда иногда бывают такие взаимоотношения, когда ты мне помогай,
а когда мне не нужно, иди и не мешай. Вот что-то в этом роде. Есть такая пословица, она, правда, по-другому звучит, но смысл тот. И, может быть, какая-то вот затянувшаяся история. Вы уже знаете, что, ну да, когда я помогаю, все хорошо. А когда, ну, нашла коса на камень, то тут человек себя ведет как-то неподобающе. Или вам надоело, что вас используют. По сути дела, по семерке жезлов это какая-то многозадачность, которая исходит извне. Это на вас постоянно либо оказывают какое-то воздействие, либо давят, призывают, чтобы вы в чем-то проучаствовали. Но это игра в одни ворота, по сути дела, мои дорогие. Это выгода кому-то. Вот прояснится, кому какая выгода и нужно ли вам этим заниматься. И все-таки да, это будет связано с конкретными людьми. Ну вот как-то так. Интересный расклад. Поэтому и самому не надо или самой куда-то торопиться. Дайте пространству какую-то историю, как будто тоже, знаете, расставить все по местам. Так бывает в нашей жизни. Давайте по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, документы, учеба, ваши свершения, соглашения, обучение, дворец мечей. Ну вот все то, что я говорила, явно я сказала не просто так. По дворцу мечей, вы знаете, это какие-то могут быть и юридические вопросы. Вообще, это дом нашего, как интеллекта. По дворцу мечей есть еще и такой момент, когда, может быть, и консультацию вам какую-то нужно получить. Может быть, случайно какие-то дела, ну, знаете, как перерастут в дела юридического характера. Может быть, начиналось что-то, ну, даже случайно, с одного вопроса, а тут как шаг за шагом, и получается, что у нас уже не просто сам по себе вопрос, а тот, который требует каких-то юридических согласований, или, может быть, это он требует ясного, понятного мышления, вам нужно определиться окончательно. Может быть, это и какие-то структуры. И не случайно тут у вас открытая книга. Это не совсем тут как архитектура какая-то учреждение, а ведь это правда, вам нужно какую-то свою глобальную перспективу выстроить именно, и интеллект, мы говорим. Это видеть не просто на пару шагов вперед, а как большое видится на расстоянии. Вы должны, может быть, и по окружению определиться у кого-то и по документам, и какой-то принципиально важный для вас вопрос решить в ближайшие дни. Видимо, знаете, здесь нельзя вам ни разу замечтаться. И я вполне вероятно могу предположить, что вы любыми методами, путями будете искать какую-то информацию. А с чем это связано? Ну, дела, работа, бизнес, понятно. Дворец– это именно место, в данном случае нет таких карт в обычных колодах Таро, но Чиромаркете, Второй снов такое есть. Так вот, дворец– это то место, как наш дом, где мы сейчас находимся. Так вот, у вас на дела, работа, бизнес, как будто все ваши мысли, мои дорогие тельцы, они в этом доме. Вам нужно что-то рационально решить, потому что, посмотрите, разочарование, правда? Тут какая-то была не очень красивая история. Вот вам отсюда. И пусть даже если не апатия, но может быть и плохое настроение. Вот, кстати, у кого-то, ну, по четверке кубков это не совсем плохое настроение, но вот разочарование, понимаете, разочарование такое глубокое, которое нас выбивает из колеи. Это бывает с предательством, это бывает, ну, даже с нетактичным поведением некоторых персон, да, вот в наш адрес какую-то колкость или какую-то жесткость проявляют, а мы к этому не готовы. Нам кажется, что, ну, мы думаем, что мы как раз открытые люди, или мы, ну, воспринимаем это как черную неблагодарность, может быть и так, потому что разочарование. И, может быть, у кого-то это не совсем на межличностном таком уровне, а еще и связано с юриспруденцией. Когда вам нужно, может быть, в судах себя отстаивать. Вот именно, вот теперь не замечтаться, потому что вот это по пятерке кубков разочарование, ненужная философия. Иногда это предательство, мои дорогие. Ну, оно должно быть закончено. Вот вам действительно что-то нужно завершить и из разряда ваших уязвимостей. Вы, скорее всего, где-то, правда, нашли в последние дни какие-то старые грабли,
Ну, или, может быть, и прежде. Но какая-то история у вас повторилась. И вот наступает время однозначное решение принять. Ну, давайте просто достанем карту совет как-то неожиданно. Но у вас все получится. Посмотрите, аркан мир. Вы подведете это к итогу. Может быть, вам это сделать эмоционально очень сложно. Потому что, ну, конечно, тут может быть и перемирие, тут может быть медиаторство. Здесь может быть, и знаете, пусть не сам мир, как худой мир, лучше доброй ссоры, может быть достигнуто, если не взаимопонимание, то, ну, какой-то такой баланс в отношениях, да, потому что вот после вот этих двух карт сказать, что карта мир, я могу сказать, что тут что-то завершится. Это факт, это да. Но сказать, что однозначно, как допустим, утраченное взаимопонимание вернется, или какая-то ситуация, она сама по себе разберется. Нет, мои дорогие, тут вам придется самим принимать решение. Кстати, Чаромаркете прописал, знаете, принять несправедливость. Вот удивительно, у него 21-й старший аркан. Имеется в виду даже как, принять несправедливость. Или то, что нам казалось, может быть, да, ну, какой-то злой шуткой, да, теперь уже обретает глубокий смысл. То есть вот даже такое значение есть. Поэтому, знаете, это как что-то должно завершиться, и оно завершится. Но вы этот опыт или вот, может быть, многократные вот эти, опять же, да, грабли. То есть нам же тут с первой карты показывают, что тут вам ситуация знакома, но, видимо, настало время вам самим в чем-то поставить точку. Каким-то образом это будет касаться дел. Может быть, и составление каких-то важных бумаг. Или то, чем вы будете заниматься. И тут у каждого по-своему. Но, видимо, и определяться с чем-то придется. Ладно, давайте узнаем, что же в личной жизни. Рыцарь мечей. Ну, и вы сами колюче настроены. Есть такое значение бунтарь без причины. В личной жизни может быть какой-то вот такой бунтарь, который, ну, его никто в гости не звал, а он сам пришел, называется, да. Может быть такое. Или какая-то ситуация, когда вам нужно, вы сами захотите прояснить правду. И, знаете, вот со знаком плюс как раз рыцарь мечей проигрывается. Мы ищем правду, мы ее находим. Значит, если нужна информация, вы ее как будто раздобудете. Но я точно так же не исключаю, что, опять же, у кого-то юридические вопросы, которые связаны, или теперь пусть не напрямую, это какие-то суды, адвокаты, юристы, но это какое-то хладнокровное решение, однозначное, когда по-другому уже теперь не будет. И никто меня уже теперь не уговорит. Вот что-то подобное. С чем это связано? Хотя иногда это, может быть, это на личную жизнь. Ну, как человек, которого вы знали, вдруг врывается в вашу жизнь. Ну, наверное, тут ничего не врывается. Это вот как солнце в Деве. У нас еще до 22 сентября у нас тут знак Девы прорисован и восьмерка монет. Э, Солнце в Деве – это критическое мышление, а это карта работящего человека. Может быть, у кого-то это работа на дому и новости по части работы буквально. Тогда что-то тут будет, когда вы придете, вам придется переигрывать, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Но вообще вот ни разу не про эмоции, как будто много дел для тельцов. И иногда у нас бывает пару дней, но очень насыщенные, и у них происходит едва ли не больше, чем за месяц. Вот что-то подобное у вас в ближайшие дни может быть. Как будто колесо судьбы, вашей истории личной, она и личная, и деловой, тут все вместе может быть. В одном каком-то замесе будьте к этому попросту готовы. Но у вас все равно сильная позиция. Вот вы, знаете, своим терпением, настойчивостью, вы все равно достигаете успеха. Карта профессионала и карта того, что, ну, у вас получится что-то осуществить. Причем подняться на другой уровень. Может быть, кардинально изменить какую-то финансовую стратегию, тактику. На личную жизнь, может быть, и выпадают еще какие-то темы, которые будут связаны, может быть, с партнером по браку или
Ну, может быть, и есть какой-то партнер, но все равно, пусть брака нет, да, но вот как будто может быть некоторым образом общность какая-то в сложившейся ситуации или, может быть, и прежние какие-то отношения. Но сейчас будет нужно что-то решить в плане благополучия вам. Может быть, это вы будете с кем-то контактировать, потому что вам это выгодно. Вот, кстати, такой момент. Ладно, давайте узнаем. Так а что же про финансы? Хотя нам о финансах сказали. Выбор вы будете делать. Я уже говорила об этом. Путь наверх у вас такой, но непростой. По восьмерке кубков мы всегда ищем выход, и мы его обязательно найдем. Мои дорогие, вот, видимо, как и 21-й старший аркан, то есть ситуация завершается, но и вы как определяетесь с чем-то. Так что ж там по финансам? Много информации, много, может быть, по финансам, знаете, вот как конкуренции, например, да, если смотря с чем связан ваш труд, ваша занятость. Если кто-то работает на себя, а среди вас много творческих людей, ну, может быть, это даже ваше творчество и конкуренция, почему нет, да? Ну, может быть, и конкуренция на работе, когда кто-то вставляет палки в колеса. Вот берегите себя, мои дорогие. Нет, вот я говорила в картах пасьянса, я не вижу, чтобы что-то вам мешало. Нет, ничего конкретно не мешает. Но вам как будто люди могут ненужную суету создавать, понимаете? А у вас в этот момент решается что-то основополагающее. То есть вот этот вот дворец мечей и вот этот аркан мир. Вам тут нужно однозначно с чем-то определиться, что касается напрямую вашего благополучия. Ну, ни разу не замечтаться. И, может быть, это касается с деньгами каких-то вопросов, тогда нельзя потратить денег больше, да, даже из благих намерений. И я такое тоже могу предположить. Вы можете столкнуться по этой карте пятерка жезлов даже с людьми ненадежными. Правда? Они вам обещают утром, а в обед про вас забыли. Вот это почему-то на финансы. Может быть, выбор партнера. Будьте внимательны. Искаженная информация, она тоже идет по этой карте, поэтому и информацию нужно перепроверять. Вот, в общем, для вас задача все смотреть и вблизи, и вдали, меняя микроскоп на бинокль. Ну, то же самое касается и людей. Давайте я достану карту совет. Неожиданный расклад для тельцов. Усталость. Как будто это нас согнуло под десяткой вот этих жезлов. Но какая-то ситуация, она действительно близится к завершению. Все завершится. И нам здесь, вы понимаете, ну, если вы было бы неправильно, вот давайте так я в целом скажу, было бы неправильно вам повторить еще раз какую-то ошибку. Потому что в конце сначала ожидание, потом выпадает вот это счастье. Это ваш успех, мои дорогие. Но он, я вижу, в каком-то другом должен быть ключе. И, может быть, вот шаг за шагом вам пространство, Вселенная, как судьба, дает возможность не спеша отделить зерна от плевел, порасставить все точки над «и». Или определить каждому свое место, пусть это в нашем сознании. Но не должно быть иллюзий, понимаете? Мы об этом с вами говорим. Что-то пытается завершиться в вашей жизни. Может быть и уйти. Или кто-то, или что-то. Но это ведь тоже может означать как балласт. И Солнце в Деве, как критическое мышление, это очень положительный момент. Если раньше были отношения, а теперь мы думаем, ну хорошо, если отношения взаимообмен какой-то предусматривают, это хорошо. А если игра в одни ворота, ничего хорошего. Если по работе, да, вы все время откликаетесь, а эквивалента финансового нет, то тогда это тоже повод задуматься. То есть мы постоянно думаем, есть ли у нас либо с чем-то, либо с кем-то какой-то взаимный энергообмен. Убыло-прибыло должно быть. Это и есть, по сути дела, баланс. Но есть уже балласт, когда мы работаем много, ничего не получаем. Когда мы снова и снова кому-то помогаем, в результате какая-то неблагодарность. Или когда нам обещано что-то, да, а по факту обещанного 3 года ждут.
А мы теряем время, теряем где-то самих себя. Не всегда вот это пустое ожидание, ну, может быть полезным, правда? Вот для вас что-то подобное, очень важное нужно решить. И вам тогда дают совет даже планеты не застрять в перфекционизме. Не думать, что какую-то прежнюю историю вы сейчас, знаете, как с новыми силами, с новым вдохновением, заново как бы начинаете уже знакомое и доведете это до совершенства. Вот это где-то граничит с перфекционизмом. А планеты нам говорят, нет, Марс в весах, твоя задача научиться быстро перестраиваться. И если там уже полное зеро где-то, ноль, не откликается, не продолжается, ставь точку, иди вперед. Ну, вот такой непростой, мои дорогие тельцы, совершенно неожиданный расклад. Но, может быть, пару дней вот для вас нужно такие параллели провести, причем без вообще малейших эмоций. Дворец мечей, интеллект. Вот баланс какой-то у вас должен быть восстановлен, ведь карта мира – это про баланс. Мир, покой в вашей душе. Вот это основа основ в ближайшие дни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии, за помощь и поддержку моему каналу. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.